Здравствуйте, мои дорогие. К чему нужно быть готовой? Сегодня посмотрим такую тему. К чему нужно быть готовой? К чему же нужно быть готовой? Так, здесь какие-то государственные органы. Удачный момент. Сейчас самое то время, когда вы можете заявить о себе в каких-то государственных органах. Тут какая-то ситуация, о которой вы должны знать. Если это вот сейчас вам ни о чем не говорит, да, потому что здесь как человек, в принципе, ждал, а тут раз удача подвернулась, и вам можно в этих органах о себе заявить. Вам нужно быть готовы, что, в принципе, вам не то, что нужно сейчас там напрячься и куда-то идти, думать, как это делать. Нет, не нужно. Смотрите, удача подвернется вам, когда вы можете решить какой-то вопрос. То есть просто дождитесь того момента, когда удача вам подвернется. А тут так и будет. Тут не надо ничего ловить. Ловить нужно тогда на моменте, когда эта удача уже будет у вас, да, в руках, чтобы не упустить. Потому что тут что-то будет, какое-то движение со стороны органов, ну, я не знаю, органов власти, может быть, какие-то школы, больницы, какой-то момент, когда вот как удача вам в руки падает. Угу. Так, еще хочу. Смотрите, я буду делать вот сейчас, перемешивая заново колоду, да, но оставляя вот эти вот сигнификаторы, которые для первого какого-то случая, дальше еще. Здесь по этому первому событию, к чему нужно быть готовым, вы, как знаете, вот забираете это. Здесь важную роль, как играет человек, который как откроет вам какую-то информацию, откроется прежде всего. Откроется. Касательно какой сферы? Все же. Потому что здесь как человек выходит. Семейный аркан выходит. Решение вопросов. Решение вопросов, буквально исполнение какого-то желания вашего идет. То, что уже глубоко далеко было, тут просто подворачивается удача. Мужчина играет какую-то роль здесь. Причем, что за мужчина, мы спросили. Это либо идет к семье, либо это из семьи. Тут какие-то перемены. Налаживание мостов. Будьте готовы встречать какого-то человека из семьи. Вот в чем дело. Будьте готовы его заключать в объятия. Здесь немаловажную роль сыграла какая-то закрытая ситуация, связанная с органами власти, больницами и вообще всем вот этим вот. То, что касается школы, заведения государственные. Мешала какая-то ситуация неприятная, событие, либо когда не могли проложить мостик к вам. Но сейчас буквально прыжок, и к вам идет человек из семьи. Сын, муж, брат, зять, еще там, кто там еще, короче, кто-то из семьи. Пока информация для вас закрыта, и, в принципе, он молчит, пока ничего не говорит вам. Но если приглядеться или спросить у него, то он вам ответит, он вам расскажет. Все, это первое событие. Давайте дальше идти. К чему еще нужно быть готовой? К чему еще нужно быть готовой? Кстати, девчонки спрашивали, не спрашивали, а говорили, какая красивая бабочка. Это буквально на 1-2 дня у меня была такая, ребенок мне приклеил, и я ее не могла смыть. Вот, но она уже смылась. Это не настоящая была наколка. Тату было не настоящим. Но благодарю. Буду знать, значит, какие мне идут. Вроде как бабочка, это не очень что-то мое. Я думаю, что другое что-то может попробовать. Спасибо вам, мои хорошие, что вы замечаете. Так, еще следующее. Смотрим.
Так, дно колоды у нас показывает женщину. Это вы в ожидающей позиции, причем томная, спокойная, ждете. Знаете, что в любом случае то, что вам нужно, придет. Что же это? К чему нужно быть готовой? К чему нужно быть готовой? К чему нужно быть готовой? Будьте готовы, а тут какой-то человек открывается. Будьте готовы к приходу какого-то человека. Смотрите, но это другой. Это тоже может быть какое-то главное лицо в вашей ситуации. Причем я вижу, что вы ждали этого человека. Ждали. С цветочком ждете. Мужчина, скорее всего. Медведь может показывать и мужчину, главного в вашей жизни какого-то, да, либо того, которого вы хотели бы видеть на месте главного мужчину в вашей жизни, либо какое-то влиятельное лицо. Но здесь я прям вижу, как на всех парусах, через горы, моря, реки едет к вам мужчина. Солнце и исполнение желаний у него на плечах его для вас. Прошло какое-то время, но будьте готовы, он идет. Давайте узнаем немножечко больше об этой ситуации. Резко причем появится. Он ищет направление сейчас к вам, либо вот действительно направляется к вам. Ага, видите как? Его сбивали с пути. И что же он? Ну, посмотрите, он-то понимает, он на себе рубашку рвет, говорит, да ну, никто меня не остановит, я к ней иду. Я иду к ней. Ну, смотрите, была какая-то очень мрачная, странная ситуация. Кстати, возможно, ночью будет это проявление этого мужчины. Но и тут большое желание. Но есть люди, которые мешали. Он сам себя наказывает уже за то, что он повелся на тех людей, которые ему мешали. Но здесь проявление мужчины. Смотрите, как вы классно смотритесь. Два приближенных человека друг на друга смотрят. Отлично. Ваш мужчина. Я немножечко еще здесь подсмотрела бы. Так. А ну-ка еще расскажите мне об этой ситуации, пожалуйста. Что это за мужчина, как она его узнает? Главный мужчина. Ну, наверное, вы его ждете, так точно. Вы его хотели бы видеть. Там какая-то ситуация крайне поменялась. Возможно, человек болел и сейчас вам сообщит о том, либо получил бумаги о том, что выздоровел и ищет направление к вам. Идет. Ему приказали, знаете как, приказали одно время быть буквально пригвожденным к чему-то. Это какая-то ситуация с работой, с домом, с болезнями могла быть. Но он верен тому пути, который выбрал когда-то, и выбрал дорогу к вам. Он верен вам. Возможно, посоветовался с какими-то мудрыми людьми до того, как идти в вашу сторону. Замечательно. Еще к чему нужно быть готовой. Замечательно, дорогие. Я держу кулачочки за вас. Все будет хорошо. К чему нужно быть готовой. Ой, класс такое вообще. Так, какая-то запутанная. Смотрите, вас кто-то хочет запутать. Будьте готовы резко отвечать таким людям, которые пытаются внести коррективы в вашу жизнь, которые идут со своим уставом в ваш монастырь, вас хотят запутать. Действуют вот как наобум, наугад. Довольно резкое проявление может быть с их стороны. Пожалуйста, заметьте эту ситуацию. Кто эти люди? Почему-то здесь какая-то запутанная ситуация. Будьте готовы, что вас хотят запутать. Ну, какие-то высокопоставленные лица могут быть. От начальника, да, до... Там, не знаю, с кем вы общаетесь, с мэром города. Угу. Вас хотят... Вас, то ли знаете, как вас ищут, но не находят. Вам сообщение будет от этого. Возможно, если у вас есть детки, это может быть касательно ребенка. Если нет, вам говорят о каком-то новом начинании. О чем-то, что вы хотели бы видеть в своей жизни и что глубоко сидело. Здесь какая-то ситуация у тех, у кого есть ребенок, да, связана с вашим ребенком. Могут просто запутать вас. Вы как запутываетесь. Давайте еще раз посмотрим.
какие-то разговоры, кто-то сплетни пустил, и все, и высокопоставленные лица, я говорю, высокопоставленные, это так, еще в кавычках, потому что это могут быть, например, там, ну, начальник, либо человек, который имеет какой-то вес в обществе, почему-то заагрятся на вас. Ну, давайте посмотрим еще, что это за ситуация, почему-то вам пришлют письмо, с таким лестное какое-то письмо, между прочим. Либо, знаете как, передают информацию с такой улыбочкой, вот, льстивой, но что-то там такое тяжелое и неприятное для вас будет в этом сообщении. Так что будьте готовы. Тут какая-то запутанная ситуация. Давайте я здесь совет вам посмотрю лучше, потому что у каждого свое, совет по этой ситуации. Вы крепкое, здоровенное дерево, красивое. Вы не можете прогинаться под... Видите, как оно крепкое, оно не может наклониться и прогнуться под кого-то. Даже. Вот. Да, веточки у вас гибкие. Так вот, ветками орудуйте, если что. Ну, я имею в виду, что иногда нужно прогнуться и выгнуться назад. Ну, вот. Но вы все-таки крепкое, добротное дерево. Тут еще о здоровье, о семье, о крепости, о том, что у вас есть корни. И то, что вас не сдвинуть с места. Не должно ничто пошатнуть вас. Вам совет. Будьте верны себе. Это все временная ситуация. Скоро все восстановится. Это все временно. Скоро все будет хорошо. Да, посмотрите. Скоро будет какой-то новый этап, новое движение. И не будет никаких сомнительных людей, которые захотят вас почему-то запутать. Так, здесь вот такая ситуация. Поэтому смотрите. Будьте внимательны. Еще. Давайте еще посмотрим, да? 11. Ух ты, тут прям выскакивает карта дома. Что тут у нас? Будьте готовы. Дома. У нас что-то дома. Будьте готовы. Любовь. Мужчина. Какая прелесть. Любовь, мужчина, видите как? Был далеко. Далеко мужчина ваш. Что-то мне уже повторяют эту ситуацию, но другими, да, картами. Ваш любимый. Тучи развеиваются, и без сомнений человек выступает перед вами. Но смотрите, у него за спиной какие-то тучки, у него очень плохое настроение может быть. И он, видите, какой грустный, может проявляться к вам. Возможно, с какой-то... Что он там несет вам? Какое-то сообщение. Но, в принципе, он идет, говорит о том, что у него было какое-то тяжелое время. Ему это время и бремя, да, приходилось нести на себе какое-то определенное время. Вот. Но сейчас он хотел бы нового периода, может, от детей хочет от вас. И видит ваше будущее вместе. Так, я так понимаю, что многие девчонки вот на этих каналах моих, они уже готовы к встрече какого-то своего любимого человека. Очень часто выходит вот звезда, связанная с мужчиной, именно звезда выходит на будущее, это замечательно. Причем в таком классном раскладе, как здесь, я вижу, что это как судьба ваша идет. Судьба. Так, на дне колоды, да, легкая карта, как бы, но она не характеризует сейчас человека как какого-то легкомысленного. Нет, здесь очень много судьбоносных каких-то карт, а это больше говорит о том, что вы наконец-то почувствуете легкость, такое ненапряжное существование и наконец-то успокоитесь. Так, я бы все-таки поправила, что-то у меня камера все ниже и ниже опускается. Вот так вам видно. Вот так, вот такое легкое существование. Знаете, девочки, я прям вижу партиями, одни достигли чего-то такого, раз сходят с дистанции, ну, смотрят видео чисто для того, чтобы как-то подкрепиться. Но их ну как, все-таки много тех, которые еще до сих пор в процессе вот такого развития. И, в принципе, работа моя для всех, абсолютно для всех. Всегда мы развиваемся, ведь правда? Так, хорошо. Еще по этой ситуации хочу... Ух ты, это здесь отношения меняться будут. Все, вот пара идет, пара. Очень сильная, интересная пара. Вы раньше могли видеть людей, и даже и сейчас в вашей паре есть те, которые завидуют. Они под масками ходят и не хотят, чтобы вы были вместе.
Эти люди со своими принципами, со своими целями в жизни. Не обращайте внимания на то, что говорят другие. Ну, наверное, это сложно, конечно, но всегда, такие люди всегда будут. Плохие они или хорошие. Но в вашей ситуации, да, кажется, что плохие. Но они просто люди. И они живут своей жизнью. Вы должны бороться за свою любовь. Если он, конечно, любит вас, а вы его, да. Потому что много таких хитрецов, которые захотят повлиять на ваши отношения. Вот. Но смело идите, если он любит вас, а вы любите его, это общая дорога. Вы делаете свой выбор. Делайте свой выбор. Замечательно. Лисичка никогда не отступится от своей цели. Она рано или поздно этого петушка все-таки приговорит. Будьте хитрые, как лисичка. Если, конечно, этот человек любит вас, а вы любите его. Но здесь показывает вот такое событие. Рано или поздно, если ты не видишь этого события в своей жизни, и даже не понимаешь, о чем здесь речь, рано или поздно, раз ты увидел этот расклад, это событие реализуется в твоей жизни. Все эзотерики, как один, хорошие эзотерики, как один, говорят, что с помощью Таро, с помощью вот таких вот раскладов, если ты имеешь голову на плечах и чистый ум, то можно исполнять желания. Но опять же, чистый ум – это отказ от прошлого. Откажись от прошлого. Прошлое оно было, будущее еще не наступило. Жить в настоящем. Вот это главное 3 условия. Потому что девчонки иногда говорят, вот уже там столько-то лет смотрю расклады тарологов, и нифига еще не исполняется. Но так оно не исполнится, потому что прошлое тебя держит. Нужно отказаться от прошлого. Делай свой выбор и иди вперед. Если человек не любит тебя, значит, это не твой человек. Ведь Вселенная всеми силами показывает, что этот человек тебя не любит, да? А здесь показали человека, мужчину, который тебя любит, он тебя где-то ждет. Вот не просто ж так открытый расклад тобой, правда? Причем благородный король идет в твою жизнь. Но если ты его не замечаешь, то, скорее всего, прошлое тебя цепкими лапочками своими держит еще. А отрежь эти лапочки, уже да иди. Угу. Вот и все. Благодарю, дорогие, за то, что были на этом раскладе. Спасибо вам за все. Лайки, комментарии, за то, что подписываетесь на канал, доверяете тем словам, которые идут через эти каналы. У меня их несколько, можете в описании к видео посмотреть, перейти, и если импонирует моя манера общения с аудиторией, общения с тобой лично, подписывайтесь, буду рада вам каждый день преподносить на блюдечке какую-то информацию. Камера полностью опустилась уже, но я уже закончила. Благодарю за то, что вы финансово помогаете моим каналам и моей работе развиваться. Сейчас, вот если ты смотришь, конечно же, сегодня у нас какое число? 12, по-моему, мая. То вот в это время тяжелое для Украины, я часть средств отправляю на то, чтобы наша армия была сильнее, крепче и смогла отстоять нашу землю. Вот так вот. Благодарю тебя, дорогая и дорогой, потому что тут меня смотрят и мужчины. Будьте сильными, будьте крепкими. Через свою призму всегда слушайте эту информацию, которая дается. Особенно я говорю это для людей, которые живут не в Украине, потому что в Украине есть только сейчас вот именно льется, я смотрю, чистая правда, в основном через телевидение и поддерживающая вот это вот стимулирующая информация. Вот, но, к сожалению, нечистое телевидение сейчас в другой стране, в стране, которая напала на нас. Вот там совсем все не очень хорошо. Но я желаю каждому из вас быть все-таки осознанным и счастливым. Всего доброго, пока-пока.